Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Когда вам сказали сидеть смирно и не слипаться, но каждый раз это становится Mission Impossible. Девятое место. Привилегии отношений Тэйкук. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Момент, который ненавидят чигукеры, потому что он доказывает любовь Вигу». Тэхён увидел Чанука рядом с собой, а потом он сделал это. Что же он сделал и какова была реакция Чангука? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? В 2016 году Чангук опубликовал фото, сделанные на iPhone Намджуна. И все бы ничего, но обратите внимание на браслеты, что украшают запястье Чангука, ну, и конечно же кольцо на безымянном. Такие украшения свойственны Тэхёну. Чангук любит более массивные вещи, ну а кольцо могло говорить как раз о принадлежности человеку, который заставляет сердце биться чаще. Седьмое место. Когда видишь любовь всей своей жизни, улыбка невольно касается губ, ведь твое сердце улыбается в эту минуту. Шестое место. Поведение пары. Все еще думаю о том, как эти двое вместе приехали, потрогали ручки, поддержали юнги и также вместе уехали. Эти взгляды, которыми семья Чон смотрит на Тэхёна. Пятое место. Такой очевидный Чангук. Четвертое место. Забота. Тэхён подождал своего мальчика и за ручку отвел в мир вспышек и камер, чтобы ничего не боялся и не стеснялся.
Третье место. Новости. На Пиди и Ушек упомянули о Тэхёне в передаче Channel 15 Night. Посмотри на инстаграм Тэхёна. Это словно другой мир. Нет, у него даже больше подписчиков, чем у Сэджуна. Это просто галактика. У нас была такая эра с Чангуком, понимаете? Джин побывал у друзей на свадьбе и произнес речь. «Надеюсь, что жизнь, которую вы построите вместе как жених и невеста, будет наполнена смехом и счастьем. Пусть этот брак будет искренним и гармоничным. Я объявляю вас мужем и женой». Это слишком для моего сердца. У певца чемпионата мира по футболу другие правила. Даже во время службы в армии он делает такое доброе дело. Многочисленные посты о пожертвовании Чангука находятся в тренде на множестве платформ. На форуме Теку с 2000 комментариями, на первом месте в Дом Кэфи и на Never в трендах Твиттера в Южной Корее. Достойный сын своей страны. Когда слегка не рассчитал силы. Нежный ангел. Когда вспомнил, что случайно оставил прикованного Чангука к кухонному столу во время ваших невинных игр, и он остался наедине с микроволновкой. Тем временем Намджун балуется в Инстаграм, меняя фото своего профиля. Сейчас его выбор пал на покемона Снорлакса. Его особенным качеством является способность выдерживать множество ударов. Это надежный покемон, который всегда может защитить своих союзников. Счастье — чувствовать своего человека рядом, его поддержку, держать его протянутую руку, зная, что больше не упадешь. О пожертвовании Чангуком говорит вся Корея, его щедрый вклад стал главной темой обсуждения в СМИ и соцсетях. Южнокорейское агентство новостей сообщило, что Чангук пожертвовал 1 миллиард вон в надежде, что пострадавшие и работающие на пожарах смогут как можно скорее вернуться к своей мирной повседневной жизни. Чангуком гордится Корея, и гордимся мы. Его добрые дела вдохновляют миллионы людей по всему миру, доказывая, что настоящий талант — это не только голос и сцена, но и большое сердце. Безопасное место.
Тэхён сказал: «Я надеюсь, что останусь здоровым и счастливым и стану артистом, создающим великолепную музыку. Я хочу быть искренним человеком, которого не торопят и не принуждают. Наш чудесный человек, способный обнимать сердца своей музыкой и всегда оставаться самим собой». Такой красивый, что я бы умер. Чангук и Ариана Гранде были самыми упоминаемыми и единственными артистами, которые вчера были в трендах в ТВ, набрав более миллиона упоминаний. Какой же он ход! Тэхён преодолел отметку в 1000 дней в чарте лучших артистов на Spotify в Марокко. Он первый азиатский сольный исполнитель, достигший этого рубежа, второй азиатский артист после BTS. Но они явно не больше, чем просто друзья. Все то мы видим, все то мы знаем с вами. Песни BTS превратятся в колыбельные в новом альбоме Rockabye Baby. Самые юные поклонники, ARMY, вскоре получат идеальный альбом колыбельных, под который можно засыпать. Как эксклюзивно стало известно Billboard, Rockabye Baby выпустит альбом, основанный на песнях с успокаивающими каверами на Butter, Dynamite и другие хиты популярной кей-поп группы. Альбом Lullaby Renditions of BTS выйдет 4 апреля и включит в себя 13 песен. В трек-лист войдут такие хиты, как Permission to Dance, занявший первое место в Billboard Hot 100, а также Life Goes On, Boy With Love, Idol, Blood, Sweat and Tears, On, Dope, DNA, Fake Love, Save Me и Spring Day. Этот проект станет первым трибьют-альбомом Rockabye Baby в стиле кей-поп. Бренд детской музыки ранее выпускал сборники колыбельных, посвященные таким артистам, как Bad Bunny, Долли Партон, Шакира, Эд Ширан, Кэти Перри, Леди Гага, Бруно Марс, Бейонсе и многим другим. Rockabye Baby также представили видео своей успокаивающей версии Dynamite, эксклюзивно для Billboard. В минутном ролике знаменитая мелодия BTS звучит в виде мягких переливающихся звуков ксилофона, а плюшевый медведь-маскот бренда устраивает сцену у себя в спальне, набирает в свою группу других мягких игрушек и разучивает движения кей-поп танцев. Этот милый проект выходит на фоне перерыва в деятельности BTS, пока несколько участников группы проходят обязательную военную службу в Южной Корее. Джин стал первым, кто завершил службу в июне 2024 года, а за ним в октябре вернулся Хосок. BTS не выпускали полноценный студийный альбом уже 4 года. Их последняя пластинка B вышла в 2020 году и дебютировала на первом месте в Billboard 200, став одним из 7 альбомов группы, достигших вершины чарта.
Да чего же он красив? Сколько нас здесь, одержимых этой эрой Тэхёна? Чангука так легко любить. Любовь к нему ощущается правильно. Кёртис Чин снова цитирует Ким Тэхёна: «Когда становится тяжело, остановись на некоторое время и оглянись назад, чтобы увидеть, как далеко ты продвинулся. Не забывай, как это полезно». Бывший посол США в Азиатском банке развития, первый научный сотрудник Института Милкина по Азии, прилетая на родину, не забывает восхититься Ким Тэхёном. Молюсь на Чангука в эту эру, Птиди. Хороший способ привлечь внимание. Преподаватель корейского языка взрослым иностранным студентам говорит: когда я знакомлю студентов с новой грамматикой, я стараюсь привлечь их внимание своим собственным способом, а не с помощью учебника. Капитан Кореи. Сам факт того, что он наплевал на камеры и поцеловал своего любимого человека на концерте, заставляет кого-то еще усомниться. Эта фотография Тэхёна запечатлела что-то очень глубокое в нем. Тот тихий, незащищенный момент, когда радость просто есть. То, как его улыбка изгибается без усилий, как нежно его волосы падают на лицо, мягкость в выражении лица. Все это так живо и реально. Даже в черно-белом есть тепло. Свет, который не просто виден, но и чувствуется. Вот такое присутствие у Тэхёна.
Ему не нужна экстравагантность, чтобы быть ярким. Он сияет в самые простые моменты, где искренность занимает центральное место. Это изображение ощущается как проблеск чего-то чистого. Не просто артист на сцене, а человек, пойманный в момент подлинных эмоций. И, возможно, именно это делает его таким пленительным, потому что это Тэхён. Не просто светящийся, а светоносный, излучающий тепло, которое сохраняется еще долго после того, как момент прошел. Я знаю, что вам это нужно. Эта реклама пива Cloud от Ким Тэхёна заняла первое место в рейтинге популярности на сайте оценки рекламы, поскольку реклама получила исключительно положительные отзывы. В 15-секундном ролике Тэхён наполняет стакан и смотрит на него тем взглядом, о котором мечтает каждая армия. Реакция нетизенов не заставила себя ждать. Тэхён чертовски красив. Собираюсь купить пиво прямо сейчас. Тэхён слишком красив. С нетерпением жду видео других участников. Вау, Тэхён невероятный, даже голос у него безупречный. Его голос, его глаза, его лицо, его пальцы – все идеально. Я куплю пиво прямо сейчас. Его лицо обалденное, его голос такой соблазнительный, и он действительно крут. Вау, лицо и голос Тэхёна невероятные. И он хорошо играет. Они хорошо использовали красивое лицо и низкий голос Тэхёна. Рекламодатели умные, я хочу видеть больше рекламы Тэхёна в будущем. В рекламном ролике были сняты эпизоды со всеми участниками. Но только один ролик с участием Тэхёна режиссер разместил у себя в Инстаграме. Для хорошего настроения просто посмотрите на это видео. Они так счастливы вместе. Я буду кричать о том, что невозможно поделать любовь во взгляде ровно столько, сколько будет биться мое сердце. Горячая тема – прическа Чангука. Газета Wall Street Journal в США сообщила, что стиль пробора 5 на 5 снова становится популярным, ссылаясь на таких популярных звезд, как американский актер Чарльз Мелтон в статье под названием «Почему так много мужчин теперь любят прически 1990-х годов». СМИ проанализировали, что возрождение индустрии кей-поп стало основным фактором, повлиявшим на то, что прически 90-х стали горячей темой. Также корейский стиль завивки и разделения волос на пробор создает более крутое впечатление. Фактически, в 2020 году международный модный интернет-журнал
Буроу 24/7 выбрал стиль Чангука как одну из самых модных причесок корейских мужчин в статье под названием «Самые модные прически корейских мужчин в 2020 году». Издание, освещавшее прически самых популярных актеров и певцов того времени, обратило внимание на прическу Чангука средней длины. Прическа Чангука, представленная в СМИ, представляет собой объемную завивку с пробором 5×5, при этом волосы закрывают больше половины лица. Ну как тут не пищать? Серьги Тэхёна. Забота о своем парне у него всегда в приоритете. Пришло время насладиться эстетикой прекрасных рук. Второе место. Это так интимно. Чангук, сидящий сверху на Тэхёне, с рукой на нужном месте, самая прекрасная картина для ваших глаз. Все еще нахожусь в моменте, когда Тэхён сказал, что скучает по Чангуку, а тот взял и прилетел к нему с другого конца света. Просто потому, что любит и могут себе позволить. Первое место. Чангук сказал: «Не люблю СМС и звонки». Просто Чангук не уточнил, что это не относится к звонкам и СМС от своего бойфренда. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.